Тяжелая травма бронзового призера чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александры Трусовой требует много времени на восстановление, что вызывает сожаление, сказала Татьяна Тарасова. Трусова победила на этапе Гран-при в США, позже заявив о травме. По этой причине фигуристка пропустит этап серии в Японии. Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет. Тарасова. Мы очень любим Косторную, но у нее тяжелый момент, у нее еще есть время, чтобы собраться и нормально выступить в сезоне. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная испытывает тяжелый период в жизни, но она все так же любима почитателями вида спорта, сказала Татьяна Тарасова. Ранее тренер Алены Косторной Даниил Глейхенгаус покритиковал отношение фигуристки к делу, заявив, что на тренировках количество ее прокатов не соответствует другим спортсменам в группе. Косторной надо собраться, самой с собой, на тренировках, чтобы выступать достойно. Мы знаем, как она катается, мы все ее очень любим. Бывают тяжелые моменты в карьере. Видно, что у нее тяжелый момент происходит сейчас, но надо его скорее миновать. Потому что время, ноябрь, но время еще есть для того, чтобы нормально тренироваться и нормально выступить в сезоне. Также Тарасова поддержала турнир между фигуристами из США и девушками из России. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сказала, что ей по душе инициатива тренера Рафаэла Арутюняна о прыжковых соревнованиях между представителями мужского одиночного катания США и российского женского одиночного. Ранее американский тренер Арутюнян, под руководством которого выступает трехкратный чемпион мира Нейтан Чен, заявил в интервью, что у него есть предложение к Первому каналу – организовать прыжковые соревнования между двумя командами, российских девушек и американских парней. А если женщины выиграют? Я вообще за любые соревнования. Тем более эти прыжковые соревнования длятся один день. Они, конечно, будут популярны, сказала Тарасова. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков не исключил возможность организации соревнования по прыжкам с участием российских фигуристок и мужчин-одиночников. Ранее тренер Нейтана Чена Рафаэл Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании. Это по аналогии с Кубком Первого канала, который мы проводили в феврале этого года. Там наши девчонки соревновались с нашими же мальчишками. А теперь он предлагает, чтобы наши девочки и американские мальчики состязались. Идея интересная, она может быть рассмотрена, но для нас сейчас главная цель и то, на чем все сосредоточено, предстоящие Олимпийские игры. Но идея интересная, возможно, что каким-то образом ее рассмотрят. Конкретно пока нечего сказать. Если дело дойдет до организации такого соревнования, то решение принимается совместно Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. Но это еще не обсуждалось. Я сам только сегодня прочитал об этом в новостях, и пока мне больше нечего об этом сказать, сообщил Горшков. Без Трусовой, которая восстанавливается, это не будет иметь особого смысла. Жулин об идее прыжкового турнира. Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на предложение тренера Рафаэла Арутюняна организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании. Хорошая идея. Мне было бы интересно посмотреть на это. Правда, без Трусовой, которая сейчас восстанавливается, это не будет иметь особого смысла. Будут ли конкурентны наши девочки? У США два очень сильных фигуриста Чен и Чжоу. Остальных можно обыгрывать, сказал Жулин. Олимпийская чемпионка и серебряный призер игр в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что ей было бы интересно посмотреть соревнования по прыжкам с участием российских фигуристок и мужчин-одиночников. Это очень интересная инициатива. Будем с замиранием сердца за этим следить. Мысль не нова, но хороша будет тем, если прыжковый турнир пройдет в США,
где фигурное катание не особенно популярно. Это повысит популярность фигурного катания в данной стране, а нашим фигуристкам позволит расширить свою фан-базу. Является ли это шоу или есть конкурентная составляющая? Любой такой турнир, шоу, где бы он ни проходил. Мы это видим на примерах командных соревнований. Такое событие всегда хорошо популяризирует фигурное катание. Думаю, такое соревнование интересно посмотреть, а результат будет зависеть от того, кто как и что прыгнет. Надо же прыгнуть, мы же не будем обсуждать, кто что умеет. В сослагательном наклонении здесь нечего рассуждать, сказала Бестемьянова. Провокационно и глупо. Авербух раскритиковал идею провести турнир между фигуристами из США и девушками из России. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух не оценил предложение тренера трехкратного чемпиона мира Нейтана Чена Рафаэла Арутюняна организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями США в мужском одиночном катании. Предложить противостояние русских девочек и американских мальчиков очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовешь, потому что прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал. Поэтому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею. Но на мой взгляд такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок – глупое занятие. Они и так соревнуются заочно, и мне кажется, спортсмены должны заниматься своим делом, тренеры – своим, сказал Авербух. Американский фигурист Нейтан Чен рассматривает возможность участия в Кубке Первого канала, сообщила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова. Турнир планируется провести в начале марта 2022 года. Кубок Первого канала 2021 года с участием российских фигуристов проходил в феврале в Москве. Тогда команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой одержала победу, опередив команду двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России рассматривает возможность приглашения на Кубок Первого канала иностранных фигуристов. В частности, такое предложение мы получили на турнире Skate America от Рафаэля Арутюняна, тренера Нейтана Чена. Приятно, что наша инициатива была оценена. Сейчас мы изучаем возможные форматы турнира и не исключаем, что Нейтан будет не единственным, кто сможет выступить в России, где популярность фигурного катания так высока, сказала Черносвитова. 22-летний Нейтан Чен, трехкратный чемпион мира, на счету американца бронзовая медаль Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях.